nights in summertime, I was yours and you were mine. Всем привет-привет! Очередная неделя у нас подходит к концу. Уже прошло 14 февраля. Вопросы, с кем вы там решились. По своему трекеру привычек тоже могу уже дать ответ и результат. В общем, полмесяца я шла хорошо, но некоторые пункты я все же не выполняла ежедневно. И это было прям очень сильно заметно, и заметно на результативность, на плоды, да, всех действий, совокупности всего. Это достаточно хорошая практика, вот именно что было постоянно наглядно того, что ты делаешь, и какой результат у тебя идет. Сегодня у меня было занятие по английскому. Раз в неделю я занимаюсь. Я хотела заниматься им каждый день, но все равно в итоге я занималась буквально раз или 2 раза в неделю. И как бы результат от этого свой есть. Был период, когда я занималась там через день сама или каждый день, и результат был намного лучше. А тут вот всего лишь там раз в неделю, и результат, наоборот, становится хуже. Это естественно, нормально и понятно, что чем меньше ты вкладываешься, чем меньше ты делаешь действий, тем меньше в итоге результат потом и получаешь. Еще у меня один из пунктов было делать публикации в Пинтересте, вести сторисы. И что могу сказать, за 2 недели поначалу все было очень тихо, а потом уже все, что выкладываешь, начало набирать обороты. Регулярно сделать свое. И как бы то же самое касается сторис, естественно. Так что вот такие вот у меня небольшие наблюдения. Всем доброе утро. Сегодня уже новый день. Спали до 10:30. Сейчас готовлю завтрак и дальше отдыхать. Но сегодня я не хочу день тюлень. То, о чем я и говорила, что не просто день тюлень. Целый большой мешок с Wildberries на свое обучение, которое я прохожу. Ну и так, по работе. Сейчас покажу, что пришло, что заказал. Итак, что я заказала на Wildberries? Мешки. Большие и поменьше. Много мешков. Это тростниковый сахар. Упаковка, конечно, помятая, но внутри целая. Все. Сорбит, килограмм тоже. Декстроза. И альбумин. Альбумин — это сухой белок. Куриный. В общем, вот такая вот закупка. У меня получилось мешков очень много. Там 600-700 штук каждого вида, каждого размера. 3 килограмма сахара, полкило сухого белка. Это все я использую полностью в работе. Декстрозу и тростниковый сахар я бы не заказывала, но эти сахара нужны мне в обучении. Обучение у меня новое, которое я прохожу, и там именно химия процессов в кондитерке.
Вот, и поэтому нужно много разных видов там сахаров, загустителей и всего остального, и потом практиковаться с ними, выполнять практические задания, смотреть, как, что, где, с чем работает. Вот. Ну, сорбит я использую в работе и так. Сорбит это тоже сахар, но это как заменитель сахара. Вот. И альбумин это сухой белок. Вместо того, чтобы использовать живой белок от яиц, его можно развести водой. И это будет восстановленный яичный куриный белок. Потому что есть определенные рецепты, где нужен только белок, а желток как бы не используется. И потом нужно голову ломать, что делать с этими желтками, куда их девать. И себе таким образом облегчить жизнь. Раньше я на альбумине делала зефир. В зефир там тоже нужен живой куриный белок, желток никуда не идет. Вот. И для того, чтобы не тратить именно целое яйцо, я использовала альбумин. И тут как раз таки то же самое решила делать и с другими рецептами, которые у меня есть. Там, например, для вафли, которая идет в хрустящий слой для сникерса. Хочу попробовать для киевского. Там тоже как бы безе, да, вот этот белок именно только идет с добавлением фундука и сахара. Ну и немножко муки, естественно. Вот. И чтобы на эти минимум рецепты не тратить живой куриный белок. И потом не думать, куда девать желток. Мы прошли, прогулялись. Солнышко сегодня такое хорошее. Немножко ветрено. Но самое главное, как бы побыли на солнышке, прогулялись. У меня лично настроение поднялось. Вот теперь нужно вот это вот все разложить и убрать. И как раз будем обедать. Тесто в холодильник, чтобы тесто схватилось масло в нем и овсяные хлопья взяли в себя влагу. Вот, поэтому сейчас пока оно немножко постоит, и буду формировать шарики и отправляться выпекаться. Вот такой вот быстрый рецепт получается овсяного печенья. Да, можно было, конечно, подождать, пока больше масла подтает. Сбить масло с сахаром, добавить туда яичко, чтобы была красивая эмульсия, такое гладкое, все красивенькое. Только после этого добавлять овсяные хлопья, которые максимально постарались измельчить в муку, и разрыхлитель. Да, но я не хочу насчет этого в данный момент времени заморачиваться. Итак, а вот это вот мои эксперименты с загустителями. Ну, точнее, вообще не чисто мои эксперименты, да, это вот тема с обучением. Хотите тестовать? Это тема с обучением. Мне, получается, нужно
опробовать минимум 3 загустителя. Все по факту в одних пропорциях, да, там на 100 грамм пюре, и дальше уже все расчеты проводить сахара и сколько загустителя надо, и варить начинки, и далее потом описывать, какую там разницу между этими загустителями я увидела. Вот. И как раз вот этим вот сейчас и занимаюсь. Сейчас варю первую начинку, да, с пектином NH. Потом будет у меня кукурузный крахмал и желатин. Вот. Так что как-то так. Стараюсь быть учеником, а не там, я же и так все знаю. Потому что, да, я могла бы не делать это, и так как сама знаю, какой результат я получу, но опять же таки я пошла на это обучение, значит, я должна выполнять все домашние задания, делать это, несмотря на то, какой опыт у меня уже в этой сфере есть. Вот. Но опять же таки, все равно я не сделала все как по линеечке, по тому, как надо было. Надо было, чтобы уже пюре было растаявшее. Там, всыпать вместе с сахаром, там, дождиком. Но я знаю, что никакой разницы нету в такое вот пюре, когда оно прям еще кусковатое, такое холодное, только из морозилки. Оно все нормально разойдется, и никаких как бы в этом проблем нету, и не надо стоять, ждать, пока оно разморозится. Но вот если оно уже размороженное, вот жидкое, вот тогда да, тогда стоит всыпать, перемешивать его с сахаром и всыпать уже в пюре, иначе может пойти комками. Вот. Делаю это, пока тесто на печенье отстаивается в холодильнике. Вот. И как раз смогу сдать домашнее задание. Это мои начинки, которые я пробовала, варила. Поставлю, запленю и поставлю в холодильник. Это желатин, видите, он, жидко-жидко тут, потому что желатин будет работать только в холодильнике, когда оно прямо остынет. Это крахмал, кукурузный крахмал. Видите, такая текстура уже. А это пектин NH. Сверху уже взялась пленочка, а под низом жидко. Буду накрывать пленкой в контакт. 3 миски теперь пойдут в холодильник. И вот такие вот печеньки вышли. Стоит их не так сильно расплескивать. И по шире раскладывать, потому что немножко решила убежать. Смотри. Вкусно.
И овсянку мельче измельчайте. Вот мои комментарии по этому рецепту. Вот и день подходит к концу. Готовлюсь спать. Завтра новый день. Завтра новый рабочий день уже. Так что буду отдыхать. Всем пока-пока. Ship is coming in.